Один-два раз, еще раз о цвете. Ну что ж, сама природа цвета прежде всего связана с разделением белого света на спектр. Ну, при помощи призмы, например, да? Видимая человеком часть спектра, радуга, каждый охотник желает знать, где сидит фазан, да? Лежит в диапазоне от 780 до 380 нанометров. За пределами остаются, соответственно, инфракрасные и ультрафиолетовые лучи. Видимую часть спектра можно завернуть в кольцо, ну, возьмем так называемый круг Иттена. Начинать отсчет предлагаю от 12 часов от красного, ну, так проще запомнить. На противоположных позициях находятся красный и зеленый, желтый и синий, соответственно. Гармоничные сочетания, ну, по теории того же Иттена, это, во-первых, противоположные, дополнительные, комплементарные цвета, любые пары, близлежащие цвета, гамма, классическая или контрастная триада, ну и так далее, и так далее. Варианты использования большого количества цветов неизбежно приводят к дробности и для картины не особенно подходят. Не стоит забывать и о том, что цветовой диапазон много шире обозначенного цветового круга и расширяется во внешнюю сторону до черного, ну практически до черного, и в центр до белого. Кстати, с помощью схемы цветового круга мы можем зафиксировать любой цвет, даже если у нас нет цветных карандашей или красок. Зная, где находится красный, на 12 часах, мы можем определить цвет просто по местоположению. Черный при этом уместно изображать окружностью или частью окружности вне основного круга. Ну, где-то там и находится черный. А белый – это центр. Ну, а вот серый – это окружность или часть окружности внутри основного круга. Таким образом, цветовую схему чего угодно, в том числе картины, можно зарисовать в блокноте обычной ручкой за секунды. Например, картина Винсента ван Гога «Пейзаж в Овере после дождя». Колорит построен на сложной такой зеленой гамме, которая расширена до голубого в одну сторону и до желтого в другую. Красные элементы – это контрасты, распределенные равновесно от центрального объекта. Без них картина была бы исполнена в пределах одного оттенка, когда близлежащие цвета гасили бы друг друга. Если уберем контрасты, так и получится. Вернем контраст, картина выглядит ярче. На цветовом круге легко обозначить яркие цвета, желто-зеленой гаммы и контраст противоположного дополнительного цвета – красный. На расширенном цветовом круге добавить все остальное. Как видим, количественно красного совсем немного, но он свою функцию катализатора цвета выполняет. Отметим присутствие белого, серого и черного. Вот, собственно, цвета, обозначенные изначально, могут быть зафиксированы этой простой схемой. Проанализировав цветовые схемы богатого живописного наследия прошлого, нетрудно найти закономерности, обеспечивающие ту самую вожделенную гармонию. Если колорит построен на близлежащей гамме, на близкой гамме, схема номер 1 выглядит так. Тонкие сочетания в пределах теплых оттенков – коричневый, рыжий, красноватый. Близлежащие цвета гасят активность друг друга. Присутствует серый, белый, черный. Серый в окружении, кстати говоря, теплых оттенков приобретает холодное звучание, то есть приобретает свойства противоположного дополнительного цвета, усложняет палитру. Если же колорит нашей картины построен на контрасте, схема номер 2. Ну вот здесь основной контраст теплый желтый и холодный синий. Два противоположных комплементарных цвета. В центре, кстати, желтый приобретает самое яркое звучание. Вокруг него появляются приглушенные красный, бледно-зеленый,
малая контрастная пара, ну, количественно малая, но она тоже работает как акцент, усиливают друг друга эти цвета. По сути, цветовая гармония достигается, если вы используете либо близлежащие, либо противоположные цвета. Подружить остальные цвета в более сложных случаях помогает серый. Он приобретает свойства дополнительного цвета в зависимости от окружения и будет казаться противоположным одному цвету, близким другому. Ну а такая схема не только помогает нам зафиксировать цветовые сочетания. Схему можно быстро читать и распознавать гармонию, не думая о цвете вообще. Представьте, перед вами отстрелянная мишень. Художник-стрелок, а вы, соответственно, инструктор по стрельбе, оцениваете результат. Попасть в центр тут не самое главное. Винтовка не пристрелена, условия сложные, расстояние большое, цель двигается. Тем не менее, да, ценится кучная стрельба. Так мы получим схему номер 1. Близкие цветовые сочетания. Если стреляли очередью, схема номер 2. В основе колорита контрастные цвета. Самое неудачное поражение мишени в нашем случае – это хаотичное равномерное покрытие всей зоны. Мы получим, может быть, и яркий, но совершенно не сбалансированный колорит, дробную картину. Такая работа со схемами при некоторой тренировке позволит фиксировать очень сложные цветовые сочетания за считанные секунды. Это можно делать. А еще использованные схемы, они помогут проанализировать успех и неудачу своих или чужих картин, оценить цветовое решение интерьера, комплекта одежды, рекламного плаката. Ну и в конце концов позволит выбрать для себя свою любимую мишень, то есть любимый колорит, любимое цветовое сочетание. Да?